Так, давайте, чтобы пока не особо мы начали съемку, я сниму лейбл, этикеточку. Я ничего не вижу! Еще раз, Дед. Привет, друзья! И сегодня у нас, как обычно, уже на нашем канале, распаковочка очередного пакетика забытых посылок. Сервис и откуда мы их заказываем, мы, конечно, вам не расскажем. Вот видите, какой плохой доставщик. Уронил ее, уронил, на все камеры сделал. Эта посылочка теперь забытых посылок чуть у нас подешевле, бюджет урезали. Вот, знаете ли, тяжелое положение. На данную упаковочку было потрачено 85 евро. Или 90. 90 давайте. Округлим до 90. Мои потраченные средства. окупит ли это? Давайте посмотрим, наконец. Сейчас мы вскроем пакет. Посылку. Опять убираться. Вот так напихано. Вы знаете, да? На чем я сделаю акцент? Вот на этой коробочке. Потому что это очень маленькое и очень дорогое. А что тянуть резину? Ребят, давайте сразу и откроем. Сейчас. Они даже не стали заморачиваться. На этот раз они даже... Вот, друзья. Тут даже есть ценник. Ребята, тут даже есть ценник. Посмотрите на это. 149 евро. Мы окупили вот этим вот колечком. Какая-то дырка. Я забыл размеры. А тут, наверное, написано же. Тут же стопудово должно быть написано. Нет. Ну, прикольно, слушайте. Так открывать, конечно, мне посылочки нравятся. Мне уже нравится распаковочка. Вот это мы уберем. Давайте пройдемся по мелочи. Мне прям сегодня хочется. Большие оставим на потом. А то чуть мы маленькие на потом оставляли. Давайте сейчас откроем. Не знаю. В общем, вот розовый пакет. Тут даже не видно, что были бы какие-нибудь наклейки, адресата и так далее. Вот. Можешь пока посмотреть, все ли пишется хорошо. Так, ну что, друзья, у нас вот розовый пакетик. Мы видим, что наклеечки, как всегда, удалены кем-то. У нас сегодня что это? День ювелирки какой-то. Конечно, это не 149 евро, да, как вот здесь вот ценник мы видим. Здесь ценник 34,95, ну, скажем, 35 евро. Вот такая вот бижутерия. Тоже неплохо. 190 евро практически у нас уже вот в двух маленьких вот посылочках. Мне нравится это. Конечно, в 3 раза уже меньше ценник, но мне нравится. Давайте. Вот лежит с краюшку что-то маленькое, знаете, похоже на маленький ботиночек детский. Вот здесь что-то. Хотя я знаю, ребят, я вот даже не распаковываю, уже понимаю, что это какой-то фонарь на велик. Почему я так думаю? Ну, потому что, это, знаете, как на очки похоже какие-то вот, да? Кожух от очков. Но здесь вот есть вот такое вот крепление выпирает. И я думаю, что это какой-то велофонарь. Но, друзья, ни я, ни вы не правы. Моя первая, наверное, была идея. Подожди. И все? Тут что-то не хватает. Тут. Это что, просто вот... Это же на козырек в машину, на солнечный козырек одевается вот так. И вот это, подочечник, в общем. Прикольно. Недорогой, конечно, я думаю. Ну, что, прикольная шляпа. Потому что здесь тоже есть брусчаточка, и когда едешь вот по брусчатке, ты такой, блин, там что-то дребезжит прям. Я вот думаю, что вот может прибежать в очечнике. На козырьке солнечном. Сколько? Ну, 20 максимум, я думаю. Вот. Такой очечник. Блин, я был уверен, что это, знаешь, фонарь на багажник сзади такой прикрепился тут. Блин, ну он гигантский фонарь, это прям стоп-сигнал такой от автобуса. Ну что ж, продолжим. У нас есть вот 2 папочки формата А4. Ну тут, кстати, сегодня уже пишется А3. По-моему, до этого, когда мы делали распаковку, Ого, кстати. Я что сейчас обратил внимание, что вот, допустим, картоночки эти какие-то 24-го года производства, а вот здесь штампик стоит прям 24-й год, 13 сентября. Вот, в общем, это прошлогодний посыл. Меня прям бесит эта часть коробки. Так лучше. Такая будка. Вот, значит. Ну ладно.
Меня попросили тут отрезать еще и верхнюю часть. Я так почему-то побоялся, что звук у меня не пишется. Не знаю почему. Почему-то. Меня сейчас попросили еще и отрезать верхнюю часть. А вы, наверное, слышите это. Я не знаю. Сейчас мне скажешь, а че ты вот 2 обрезанную обрежь тогда и ту часть? Не буду. Вот. Значит, сентябрь того года, прошлого, за любимые ярлычочки. А3 формат. Что это за маркировка? Ладно. Не украшение, конечно, не украшение. Я забыл создать интригу о том, что в этом пакете может быть. Вот. Ну, у нас тут, в принципе, все понятно, все дешево, неинтересно. Не, ну как неинтересно? Слушайте, на самом деле... Кстати, в первые наши распаковочки я положу пакет, а то шелестит, все в микрофон тут. Кстати, в первой нашей распаковочке, когда нам попался кошелек, карт-холдер, я его назвал в прошлый раз, помню, то там была монетка, целый евро. Будет ли в этом кошельке что-нибудь? Теперь я пошелестю. Вот. Такой, ну, приятный. Но, на мой взгляд, это все-таки дамская вещь. Ну, вот, ну, не знаю я. Простите меня. Не бейте, если кого-то я там обижу за ваше. Я делаю это не специально. Вот, какая-то бумажечка тут была вставлена, видимо, артикуль номер. Ого. Это ремешок, ну вот сюда такой крепится. Оп, и все, и вот такой вот. Ну вот, ну 30 евро будет тоже стоить. Какой-то ценник. Однообразный, 30 евро. Ну, приятный кошелечек, что. Как вы думаете, что тогда в этом? Здесь, наверное, судя по формам, тут, наверное, 2 кошелька. Я не знаю. Давайте также дернем за веревочку. Нет, ребята, нет. Что это у нас такое? Вы уже знаете, на картинках нарисованы всякие тут виды штыкеров, соединений, входов и выходов компьютерного и некомпьютерного содержания. Вот, есть даже можно что-то открыть. Это все. Недавно мы такие вещи похожие искали. Вот, ну, короче, ладно. Блин, но с другой стороны, это прикольная шляпа, я так понимаю. Нужная вещь тоже, знаете ли. Иногда. Не всем. Но вот иногда приспичит и нужно. Это видео переходник. Это, наверное, телефон можешь подключить к чему-то дисплею. Прикольно. Да, вот. А еще USB-C. Какой там плюс, минус. Ну, прикольно провода. Здорово. 10 евро за провод. Может быть. Я не знаю. Покрасившись сложим. Не будем марки пока. Блин, как марку не показывать? Вот так вот. Как не делать рекламу ненужным сервисам, которые за эту рекламу не платят. К тому же мы не знаем, как они работают. Возможно, это тоже верно. Вот что это такое? Это весы. Весы. Прикольные. Поправим. Вот, друзья, весы у нас симпотные, что такие, прикольные. И они, видимо, с каким-то блюдцем тут уже такие прикольные. Прикольные весы, слушай, продавцы на рынке такие. Включается, интересно, есть там батарейка? Нету тут батарейки, ничего тут нет. Вот, надо вставить батарейку, и тогда будет работать. Говорят, производитель от 1 грамма до 5 килограмм. Неплохо, 5 килограмм. Солидно. Я не знаю. 15 евро, я думаю. Не ювелирка. Мы кольцо можем взвесить, но батарейки нет. В этой коробке батарейки быть не может. Ну что, давайте вот это откроем. Так, интересное сочетание. Я бы сказал, что это та же самая куртка, но тут уже такой, знаете, аккумулятор какой-то там, насос. Это может спасательный жилет, тут вот как будто насос такой надувной. Что, готов? Откроем. Прям вот так вот, да, ножом? Нет, конечно. Будем без ножа, потому что вдруг там одежда, и мы ее порежем. Не хватает сил. Ну, порезать я это точно мог бы. Это прикольно. Это у нас москитный купол на кровать. Одел сетку, потому и не кусают.
Прикольно, прикольно. Высота, пишут, там 2,5 метра, 12,5 метров. Циркумференц белов. Вот, сеточка, в общем, у нас. А тут, видим, крепление. Неожиданно. Ребят, вообще несочетаемый комплект. Ну как, он сочетаемый, но я не думал, что там, я просто не видел, что еще там есть фонарики. 1, 2 и 3 фонарика. Все, прикольно. Жаль, адресата мы не узнаем, ну и ладно. Хороший человек. Что это? Ого. Всякие фонарики. Это уже сдох, видимо. Блин, крутые фонари-то. Они же дорогущие. Сейчас мы... Я не знаю, это просто по конструкции. Ну да, вот, видимо, подсели. Кнопочка, правда, выломана. Видимо, бэушные фонарики. Но сеточка на вид как новая. Ни одного комара там не замечено. А интересно, это я мог вот так вот какую-нибудь малярию распространить, а там, знаешь, когда этот пакет где-нибудь там, ну, съездили, там, попутешествовали где-нибудь, распаковали эту ленту, все там, и комар сидит внутри, там, личинку отложил. Я его сейчас такой распаковываю, такой, он тут в тепле, на воздухе, это... будет кусать всех тут. Ладно, блин, с одной стороны очень приятно, можно будет кому-то загнать. Фонарики. Блин, у меня в голове один ценник, там от 10 до 35 евро. Бэушные, кстати, но зато я хочу сказать, они хоть и ношеные, но без волос. Не как браслетики часовые. Ну, можете там прошлое видео глянуть. Ну что, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8-я посылочка у нас сегодня. Последняя, все. Все, дорогие друзья. Коробочка пуста, отправляем ее на пол. А есть у нас побитый вот такой вот сюртук. Нет, сюртук это что-то другое. На спинке стула музыканта висел. Сверток. А, это сверток. Мне кажется. Он просто лучше звучал. Но не подходит сюда, он останется на спинке стула музыканта. Как обычно, мы знаем, не переворачивать. Ну ладно. Тут все равно что-то, что это вот какой-то, ну, может быть, халат, что ли, какой-нибудь. Или вот такой вот пуфик, а-ля вот такой вот, такой чехол на пуфик какой-то. По-небрежному так упакован, такой побитый. Осознаем что-то. Тут 2 пуфика. Непонятно. Ну да, это вот какие-то вот чехлы, наверное, диван. На что это? 4 штуки. В этой штуке 4 штуки. Вам понятно? Ну давай откроем, посмотрим, что это за чехлы на танк. Как думаете, подписаться не забыли? Пишите. Обязательно. Вот. Новым. Не ношеные. Панталоны какие-то. 2 дырки сделать внизу, и вот такие трусы. Не знаю, вот это как... Я был прав. Это вот какие-то чехлы на какой-то а-ля пуф. Вот такой надел и такой вот все. Пуфики. По текстилю я вообще бессилен в цифрах. Особенно по текстилю с мебельному. Я полностью не имею идей, сколько что может стоить. Поэтому, хотя иногда бывает очень дорого, знаете, вот при спиче там постельное белье купить. Заходишь и просто, цена. Так что, возможно, 8 этих чехлов на пуфики на эти будет стоить, как моя зарплата годовая. Вот, все. Распаковали мы все. Возможно, вот это вот будет стоить, как вот это. Но я не верю, конечно. Если бы здесь там был написан какой-нибудь ДГ, я не могу это назад запихнуть, у меня нет желания впихивать это назад. Вот, друзья, вот столько мы сегодня получили. Блин, такая гигантская коробка тут просто стояла, полкадра занимала. А сейчас вот, ну, это все меньше занимает места. Но, когда вы увидите в любом торговом центре, мой совет, хотя зачем мне с вами делиться? Вы подписались? Так вот, друзья, однажды идем мы по торговому центру и видим большую толпу народа и много-много коробок, все охранено. И там был вход, там типа маленькая коробка, нет, там по килограмму мы продавали, да? Там 1 килограмм, там 50 евро, что ли. Я не помню цен абсолютно.
Но фишка там была, и все там подходят, берут большие коробки. Я говорю, ну вот смысл брать большую коробку, ну что ты там найдешь в этой большой коробке? Ноутбук? Вряд ли. А вот пару обуви? Возможно, больше. Но когда ты берешь маленькую коробочку, во-первых, ее вес меньше, а во-вторых, можно нарваться вот на какую-нибудь маленькую, да ювелирочку. Так что вот думайте. Думайте, когда делаете выбор. Чем больше, не всегда лучше. Сколько это все будет стоить? Ну, мы, собственно говоря, у одного товара знаем, второго цену знаем. Ну, если вы там сейчас быстренько, пока сидели, смотрели и уже искали эти товары, чтобы узнать цену, то цена была уже подписана. Я же ее буду подписывать. Зачем я это говорю? Давайте, друзья, перечислим еще раз. Вот эти замечательные 8 чехлов, по моему мнению, они будут стоить примерно, вот тут цена будет. У нас есть великолепная сетка москитная, надкроватная, с 3 фонариками. С 3 фонариками и 1 москитная сетка. Ладно. Фонарик 1 потолще и 2 поменьше. Ладно. У нас есть весы 5-килограммовые. У нас есть подочечник. У нас есть... Ну, прикольно, он красивенький, такой импортный. Правда, я не пойму, куда его. На цепочку или на ухо? Или на нос. Вот. Там колечко. Колечко я вам уже миллион раз показывал. С желтым прозрачным камнем. Типа изумруд. Кошелечек. Видеопереходник, я его назову. Ну, у нас, видимо, их либо 3 штуки, либо 6. Либо 4. Я думаю, 4. Вот такая штука. Вот. Вот. Все. Все. Что еще вам сказать? Как-то вот так мы сегодня распаковали. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Он не сдох. 8 минут записалось только. Падам. Падам. Падам.